Привет, это арт-студия Единорог, и сегодня я предлагаю тебе порисовать Алису из сказочного патруля. Ну что, начнем. Для работы нам понадобится простой карандаш и резинка. Начнем рисовать эскиз нашей Алиски. Для начала мы нарисуем построение тела. Я рисую голову, она у меня вот такая круглая, и рисуем основу тела, на которую мы потом будем рисовать само тело. Вот так я располагаю руки и ноги. Сбоку у меня есть пример, по которому мы будем рисовать. Стараемся, чтобы у нас все соответствовало. Рисуем, так сказать, скелет. Вот так я делю на 4 части лицо. В этой области посередине я рисую ушки. Немножко лицо сделаю слегка заостренным. Здесь у меня носик. А в этой области я нарисую глаза. Глаза у нас достаточно большие и вот такой формы, напоминающей пирожок. Вот здесь у нас зрачок. Он у нас спрятан под нижней частью глаза. Вот здесь у нас ресницы такие нарисованы. И рисуем второй. Мы разделили наше лицо специально на 4 части, чтобы у нас получился более симметричный рисунок. Я повторяю такой же глаз, но зрачок я смещаю вот сюда к центру. Посмотри внимательно на референс. У нас она смотрит в бок. В этой области у меня бровки, а здесь я нарисую вот такой ротик. У нас такой щелочкой и видно зубки. Чуть-чуть сделаю поуже лицо. И начнем рисовать прическу. В этой области у нее повязка. Здесь челка. Челка состоит из отдельных прядей, отдельных локонов. И они вот такой овальной формы. Здесь повязка, и здесь у платочка хвостики. У меня они поместились полностью такой же высоты, как у Алиски на фотографии. Я сделала их чуть поменьше. Прическа у нас вот такого объема. Я рисую сначала полностью объем и только затем начинаю прорисовывать отдельные пряди. Нарисуем тело. Тело мы будем надевать на наш скелетик, который мы нарисовали. Вот здесь у меня будут рукавчики. Рукавчики в виде цилиндров. Здесь тело. Здесь у нас платьишко, ну вот так вот прикрывает. И вот здесь оно над ногой задирается. Тут у нас поясочек. И такая сумочка поясная. Второй рукавчик в виде цилиндра. Он вот так выглядывает сбоку. Теперь я стираю наш скелетик, он нам больше не нужен. Вторая часть рукава, который выглядывает, нижний рукав и рука сама. Смотри внимательно на наш пример и старайся нарисовать точно так же. Здесь у Алисы перчатки. И вот таким образом я прорисую пальчики. Здесь у нас бантик с такими вот хвостиками. Рисуем вторую руку. Точно так же рисуем нижнюю часть рукава, которая выглядывает из верхней части рукава, и саму руку. Она у нас вот в этом месте расширяется, а ближе к кисти сужается. Вот так у меня изогнута сама кисть. Здесь у нас перчатки. Если у тебя что-то не получается, ставь видео на паузу, пытайся пробовать сделать так, чтобы было красиво и хорошо, и только затем продолжай. Вот здесь у меня будет нога. Область колена я обозначу кругляшком. Нога у нас загнута, и здесь у нас вот такие сапожки. Так же, как и у других девочек, у нас внизу идет расширение, такая стилистика у этих персонажей. И вот такой сапожок на второй ноге. Область колена, повторяюсь, я рисую
кругляшочком. Это нам нужно для того, чтобы было понятно, где ножки. Прорисовываем пряди. Стараюсь повторить те же пряди такой же ширины, как у нас на примере. Нарисуем платьишко. Здесь у нас на платьишке вот такой переход сверху из одной ткани, а внизу из другой. Ну вот такой эскиз у меня получился. Ты проработай эскиз хорошо, прежде чем начинать раскрашивать. Я буду раскрашивать маркерами. Ты раскрашивай тем, что у тебя есть. Я беру бежевый маркер. Такой у меня маркер, который всегда я использую для цвета кожи. Если у тебя нет такого маркера, рисуй карандашом. Можно, например, нарисовать карандашом цвет кожи или мелками. Найди что-то, чтобы у тебя был близкий цвет. Вот так полностью я закрашиваю лицо, руки до перчаток, там, где у нас открыты участки тела. Так, теперь я начну прорабатывать объем. Я вторым слоем накладываю вот так вот места, где у нас тени. Вокруг глаз, на носике, ушко у нас в тени, вот эта часть. Также смотри, у нас в тени нижняя часть лица и сильно в тени шеи. Также у нас будет тень вокруг прически, под прической. Еще несколько раз сделаю тень вокруг глаз. Возьму розовый, светло-светло-розовый маркер и вот в этой области, в области щечек, добавлю розового цвета. Она у нас становится сразу такой живой, кожа кажется здоровой, розовой. Обведу розовым рот, носик. Берем такой зеленый цвет насыщенный. Посмотри, у нас у Алисы такие зеленые глаза. И закрашиваем зрачки полностью этим зеленым цветом. Но глаза не полностью зеленые, они с переходом к синему. Поэтому я верхнюю часть зрачка закрашиваю таким голубым цветом. Теперь берем черный маркер и рисуем черный зрачок в самую серединку. Обведу коричневым цветом глазки. Обвожу разной толщиной. Там, где у нас предполагаются ресницы, я делаю толщину больше. А по нижней части я практически незаметную линию делаю. Также нарисую этим коричневым цветом бровки. Здесь вот линию носа обозначу. Для того, чтобы у нас зрачки казались живыми, глаза живыми, я ставлю блики белой гелевой ручкой. Если у тебя нет гелевой ручки, можно сделать гуашью точки, либо корректирующей жидкостью. Взяла розовый цвет по насыщеннее, потемнее. И нарисую еще рот, проработаю губы. Начнем прорабатывать платочек. Светло-светло-розовым, тем, которым я рисовала щечки, румянец на щечках, я закрашиваю платочек. Чуть-чуть хочу добавить насыщенности вокруг глаз, чтобы глаза были более выразительные. Начинаем закрашивать прическу. Я беру розовый цвет, такой потемнее, поярче, можно сказать.
И начинаю закрашивать с самого светлого места. Посмотри внимательно на волосы Алисы, они сложного цвета, поэтому мы будем работать над ними достаточно долго. Мы попытаемся достигнуть такого же эффекта. В маркерах это сделать сложнее, чем в красках. В красках было бы проще. Теперь я беру такой сиреневый цвет и вот эту область закрашиваю сиреневым цветом. Насыщаю снизу, делаю объем. Беру снова розовый, светло-розовый, тем, которым рисовала платочек. И вот верхнюю часть волос я сделаю светло-розовым. Дальше буду закрашивать потемнее розовым. Вот так. Еще одну прядку этим же цветом нарисую. Вот здесь сделаю светло-розовым. Это у нас блики и свет, падающий сверху. Другим розовым, более насыщенным, более красным, закрашиваю следующую прядку. Сиреневым цветом рисую вот эту область. Сверху беру розовый. И у меня такой получается цвет ближе к фиолетовому, но разбавленный. И еще раз сиреневым цветом пройдусь вот в этих местах. Сделаю их более холодными, так как они у нас находятся в тени. Светло-розовым проработаю вот эту часть волос. Теперь я беру сиреневый и волосы на заднем плане закрашиваю сиреневым. Также закрашиваю сиреневым вот здесь, за головой. Не торопись, старайся подбирать цвета так, чтобы они у тебя максимально подходили. Если у тебя не подходят цвета, пробуй их смешивать. На отдельном листочке пробуй смешивать приблизительно розовый, сиреневый, фиолетовый. И смотри, какие цвета будут больше подходить. Беру розовый и по сиреневому вот таким образом добавляю, делая цвет другим, более розовым, но при этом, чтобы прическа у нас не дробилась, а переходила плавно от одной пряди к другой. Беру более насыщенный такой цвет фуксии и в области за спиной, в области головы сзади насыщаю. Там у нас получается тень.
Добавлю насыщенности также вот здесь. Чтобы у нас прическа была на заднем плане визуально, а голова и туловище на переднем плане. Добавлю вот также по челке еще теней этим цветом фуксии. Возьму блендер. Если у тебя нет блендера, ничего страшного, оставляй так, как есть. Я пытаюсь смешать цвета. Блендер нам нужен для того, чтобы у меня смешались цвета. Часто он идет в комплекте маркеров. Если у тебя его нет, ничего страшного. Также блендер несет функцию высветления. Ты можешь в любом месте высветлить. Он выглядит как белый маркер, но на самом деле это не белый цвет. Еще добавляю насыщенности за шеей. Теперь таким серо-фиолетовым цветом углубляю тень сзади на волосах. И сиреневым маркером стараюсь сразу поверху все это смешать. Видишь, какая непростая, сложная прическа у Алисы. Это первая девочка, у которой такой сложный окрас волос. Но мы с тобой не сдаемся, мы пробуем. Таким светло-светло-светло-серым обвожу тень теперь вот в этой области, за ухом, под платочком. Вот такая прическа у меня уже получается. Начинаем раскрашивать платье. Я беру цвет тыквы, так я его называю, мой любимый цвет в маркерах. Он такой оранжевый, но при этом теплый, желто-оранжевый. И начинаю вот таким образом закрашивать платье. Между этими панельками я оставляю белые полоски. Добавлю объема на руки, беру тот же цвет, которым рисовала кожу бежевым, и вот в этой области добавлю вторым слоем цвет. Хочу еще ввести в тень немножко лицо, чтобы у меня оно выдалось на передний план. Шею я затеняю, в область уха также затеняю и вокруг челки затеняю. Чуть-чуть добавлю вот здесь на платочке внутренней тени. Посмотри внимательно на наш образец. Возьму розовый цвет, близко подходящий к цвету платья. Его я уже использовала. Чаще всего мы используем в одной иллюстрации один и тот же цвет в нескольких местах. Чуть-чуть высветлю блендером в этом месте. Посмотри, как он у меня растекается, и получается, что край светлее стал. Вот в этом и функционал блендера. Обвожу синим маркером эти панельки по низу. Теперь фиолетовым маркером рисую сумочку, которая у нас на поясе. Несколькими движениями делаю тень сбоку. Нарисуем бантик. Ленточки у нас такие же фиолетовые, мы их полностью
закрашиваем. Область брошки мы не закрашиваем. Теперь я беру синий цвет и посмотри, как на нашем образце делаю хвостики по низу синий. Также этим синим цветом мы нарисуем центр брошки. Чуть-чуть проработаю цветом тыквы снова вторым слоем тени. Они у меня будут в этих местах по бокам, под бантиками, под поясом. Мы это делаем для того, чтобы платье смотрелось объемным. Светло-светло-серым также я делаю объем в этом месте под поясной сумкой. И светло-желтым закрашиваю вот эти промежутки между панельками. Снова беру цвет тыквы и закрашиваю им перчатки. В области ладошки я оставляю белое пятно, а под пальчиком затеняю вторым слоем. На другой руке, наоборот, я оставляю большой палец светлым. Посмотри внимательно, он у нас находится в свету, поэтому я оставляю на нем белое пятно. Беру светло-желтый и закрашиваю рукава светло-желтым. Оставляю белые пятна. Белые пятна — это у нас свет, падающий сверху. Будем рисовать колготки. Беру желтый цвет, тот же, которым рисовала рукава, и в нескольких местах рисую вот такие полосочки. Колготки у нас тоже сложные, такие же, как и волосы. Создатели постарались, усложнили Алис больше всех. Здесь под платьем я беру фиолетовый цвет и делаю темно-фиолетовую полоску. Беру сиреневый цвет, делаю переход от фиолетового к сиреневому. Теперь я беру розовый. Вот таким образом закрашу розовыми немножко. Снова сиреневый добавлю вот так местами. Смешивая цвета, у нас получаются новые цвета с такими тонкими переходами. Добавлю здесь другой розовый, более насыщенный. Немножко захожу на желтый, это дает нам плавный переход. Одну колготку нарисовали. Здесь я беру темно-розовый, делаю вот так вот под платьем насыщенный цвет. Беру более темный цвет фуксии. Так как у нас ножки из-под платья находятся в тени, там цвет получается более насыщенный, более темный. Закрашиваю сиреневым цветом всю остальную часть. В некоторых местах усиливаю сиреневым несколько слоев. Коленка у нас должна остаться самым светлым местом. Желтым цветом добавляю полосок. И сиреневым цветом фуксии по внутренней части ноги сделаю тень. Сапожок закрашу этим же цветом полностью. Оставляю только вот эти вот хвостики, хлястики не закрашенными. Цветом тыквы рисую носик у ботинка, у сапога. Хлястик один прорабатываю сиреневым цветом, а второй розовым.
Возьму серый цвет и вот в этой области сделаю тень. Также насытим тень по низу юбки. Этим же цветом фуксии закрашиваю второй сапог, оставляю хлястик незакрашенным. Более светлым розовым закрашиваю с этой стороны. Язычок у нас под сапожком находится, и это место у нас в тени. Светло-желтым нарисуем носик ботинка. И темно-фиолетовым вот этот хлястик. Оставлю место для пуговички. Вот это и это место у меня закрашено цветом тыквы. Беру серый фломастер и насыщаю тени. Они у меня вот в этих местах находятся, также под ботинком. Язычок находится внутри сапожка, поэтому он находится в тени. И по этим местам я добавляю теней. Также делаю на втором сапожке. Чуть-чуть насыщу тень на ногах. Этим же серым цветом сделаю тени на руках, по низу рукава и по самой руке. Вернемся снова к волосам, хочу немножко их доделать. Беру розовый цвет, темно-розовый, и добавляю прядок вот таким образом. Беру синий, скорее фиолетовый, чем синий, и чуть-чуть тонким соплом прорисовываю прядки, но не сильно много, чтобы не переборщить. Возьму блендер и попытаюсь снова размыть цвет. Сделать более плавный переход. Так, вот такая прическа у меня уже получилась. Добавлю сиреневым еще слой. Зеленым цветом я рисую вот такую отдельную висящую бусинки или какую-то прядку. Теперь белой гелевой ручкой прорисовываю также на заднем плане эти прядки. Добавляю точек, леска на волосы. Чуть-чуть нарисую вот так на ногах белым.
Также вот на платье. И вот эту область лица тоже одной тоненькой линией подведу. Вот такая Алиса у меня получилась. Надеюсь, у тебя тоже все получится. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.